Канал Валерия Табакова представляет. Суд по делу Фарион, 26 марта 2025 года, полный разбор доказательств обвинения, правда или фальсификация. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня я хочу подробно поговорить с вами о судебном процессе по делу об убийстве Ирины Фарион. 26 марта 2025 года состоялось очередное заседание суда, на котором продолжилось рассмотрение и исследование доказательств, представленных стороной обвинения. Этот этап судебного разбирательства имеет огромное значение, потому что именно от того, насколько убедительными и достоверными окажутся эти доказательства, зависит, будет ли установлена истина в этом громком деле. К сожалению, прямой трансляции судебных заседаний не ведется, и мы с вами, как обычные наблюдатели, не можем видеть, что происходит в зале суда в реальном времени. Из-за этого нам приходится довольствоваться лишь отрывочными сведениями, которые доходят до нас через средства массовой информации или другие источники. Однако я считаю, что даже эти отрывочные данные можно проанализировать, чтобы составить более полную картину того, что нас интересует. Я постараюсь подробно разобрать все доступные доказательства, опираясь на открытую информацию из постановления Галицкого суда города Львова от 13 ноября 2024 года и поделиться своими выводами о том, насколько обоснованы обвинения против подозреваемого Вячеслава Зинченко. Судебное разбирательство по делу об убийстве Фарион – это не просто очередной процесс. Это дело, которое волнует многих. Этап исследования доказательств, на котором сейчас находится суд, является ключевым, потому что именно здесь определяется, какие факты можно считать установленными, а какие остаются под вопросом. Чтобы понять, что происходит, важно не просто принимать информацию урывками, как это часто делают журналисты, выхватывая отдельные моменты, а попытаться увидеть картину в целом. Для этого нужно разобраться, какие именно доказательства исследуются и будут исследоваться на данном этапе. К счастью, у нас есть доступ к постановлению Галицкого суда, где перечислены все доказательства, на которых строятся подозрения и обвинения. Я внимательно изучил этот документ и насчитал в нем примерно 29 пунктов. Хотя, как будет видно далее, это, скорее всего, не полный список, потому что последний пункт обозначен как другие материалы, собранные во время досудебного расследования. Что именно подразумевается под этими другими материалами, сказать сложно. Это само по себе вызывает вопросы, но все остальные доказательства указаны достаточно четко, и я сейчас подробно их перечислю и проанализирую, чтобы мы с вами могли оценить их значимость, достоверность и допустимость. Первое доказательство – это протокол осмотра места происшествия, составленный на придомовой территории многоквартирного дома по адресу Масарика, 3, где произошло убийство. В этом документе зафиксирована обстановка на месте преступления, расположение предметов, следы, которые могли остаться после произошедшего, и другие детали,
которые следствие сочло важными. Второе доказательство – это вывод эксперта от 23 августа 2024 года, сделанный на основе одерологической экспертизы. Согласно этому выводу, запах, взятый с поверхности лавки на месте происшествия, с вероятностью 99,9996% совпадает с образцом запаха, полученным из крови Вячеслава Зинченко. Это звучит впечатляюще, но, как мы с вами уже обсуждали ранее, к этой экспертизе есть вопросы, связанные с процедурой ее проведения, о чем я уже рассказывал вам, и вы еще раз можете посмотреть это видео об этой одерологической экспертизе. Ссылка в подсказке. Что касается протокола осмотра, то критика его как доказательства тоже отражена в одном из моих видео, и вы тоже можете повторно посмотреть то, о чем я там говорил. Третье доказательство – это протокол осмотра трупа Ирины Фарион, в котором зафиксированы телесные повреждения, обнаруженные на теле погибшей. Здесь стоит отметить важный момент. София Особа, дочь Ирины Фарион, подала ходатайство о том, чтобы это доказательство рассматривалось в закрытом режиме. Причина в том, что к протоколу приложены фотографии обнаженного тела ее матери. И София хотела избежать того, чтобы эти снимки попали в средства массовой информации и стали предметом насмешек или спекуляций. Это вполне понятное желание, и суд учел ее просьбу, но сам факт закрытого рассмотрения может вызывать вопросы о прозрачности процесса. Четвертое доказательство – это врачебное свидетельство о смерти. Этот документ отличается от обычного свидетельства о смерти, которое выдается органами ЗАГСа, тем, что в нем указана конкретная причина смерти. По предварительным данным, врачи написали, что сердце Ирины Фарион не выдержало из-за травмы головы. Но вот что интересно, чем именно была вызвана эта травма? Было ли это огнестрельное ранение, как предполагает обвинение, или какое-то другое воздействие? Мы с вами этого документа не видели, поэтому можем только гадать. И это, конечно, вызывает любопытство. Что же там написали врачи? Ведь от точной формулировки зависит многое. А врачи несут ответственность за то, что они там написали. Пятое доказательство – это показания Софии Особы, дочери погибшей. Она рассказала, что 19 июля 2024 года у нее была предварительная договоренность с матерью о встрече. Ирина Фарион должна была приехать к ней домой ночевать, чтобы на следующий день, 20 июля, они вместе отправились на вокзал. Они переписывались по телефону, и в 19 часов 13 минут Фарион отправила Софии текстовое сообщение, не звонок, а именно сообщение, возможно, через Viber или другой мессенджер, что она вызвала такси. Однако в этот момент телефон Софии был отключен. Когда она его включила, точное время неизвестно. Ей позвонили журналисты с телеканала «Говорит Большой Львов» и спросили, как она комментирует события. После этого звонка София начала искать информацию и узнала из телеграм-каналов, что ее мать получила огнестрельное ранение. Этот момент интересен тем, что телефон Софии был выключен в ключевой момент.
и мы не знаем, когда именно она его включила, что оставляет простор для домыслов, предположений и возможных мотивов такого отключения дочери Ирины Фарион. Это оставляет пробел в хронологии событий. Шестое доказательство – показания свидетеля, который 19 июля 2024 года около 19 часов 20 минут находился по адресу Масарика, дом 3. Он заметил на лавочке человека, одетого в красно-черную одежду с черной панамкой на голове и очками на лице. После того, как раздался звук выстрела, этот человек, по словам свидетеля, побежал в сторону арки между подъездами 5 и 6. Напоминаю, что в 6-м подъезде жила Ирина Фарион. Свидетель не уточнил, откуда именно бежал этот человек. С лавки, на которой он сидел, или откуда-то еще. Но он обратил внимание, что в правой руке убегающего был предмет, который визуально напоминал оружие. Однако свидетель не утверждает категорично, что это было именно оружие. Это мог быть, например, какой-то другой предмет, скажем, кинокамера, GoPro или что-то еще, что только показалось похожим на пистолет. На заседании 26 марта Зинченко обратил внимание суда на важную деталь. Этот свидетель, отвечая на вопрос следователя, указал, что видел этого человека в момент выстрела на расстоянии от 7 до 20 метров от места, где находилась раненая Фарион. Между тем, экспертиза утверждает, что выстрел был произведен с расстояния около 1 метра. Это явное несовпадение, и Зинченко использовал его, чтобы предположить, что человек в панамке и очках, возможно, не был тем, кто стрелял. Этот момент действительно заставляет задуматься. Седьмое доказательство – это показания свидетельницы, которая в тот день, 19 июля, в 19 часов 20 минут увидела парня, сидящего на лавке. Она заметила, что он достал из сумки рукавицы и надел их на руки. После этого она повернулась и пошла в другую сторону. И, проходя мимо некой особы 17, как записано в протоколе судебного решения, это не Ирина Фарион, а кто-то другой, чья личность пока не ясна. И вот, проходя мимо этой особы 17, свидетельница услышала звук выстрела. Здесь возникает путаница. Кто такая эта особа 17? Это еще один человек, присутствовавший на месте событий? Пока ответа нет. И это добавляет неопределенность. Восьмое доказательство – это протоколы следственных экспериментов, проведенных с участием этих двух свидетелей. Того, кто видел человека в панамке, и той, кто заметила парня в рукавицах. В ходе этих экспериментов они воспроизвели события, которые наблюдали 19 июля, чтобы проверить их показания и уточнить детали. Далее идут доказательства, связанные непосредственно с Вячеславом Зинченко. 9. Показания свидетеля, который сдавал ему жилье. 10. Протокол предъявления для опознания по фотоснимкам лица, встреченного 9 июля 2024 года, хотя неясно, о ком именно идет речь.
11, 12 и 13 показания других свидетелей, также сдававших Зинченко квартиры в разное время. 14. Показания свидетеля, который 11 июля 2024 года около 10 часов утра встретил Зинченко в лесу. Этот свидетель заметил, что у Зинченко в руках был предмет, похожий на велосипедный насос со шланга. Это довольно странная деталь. Что можно делать с насосом в лесу? Подкачивать велосипед? Нет никаких данных, что Зинченко был с велосипедом. Это обстоятельство выглядит необычно и требует пояснений. 15 доказательство. Показания свидетеля, который 1 июня 2024 года продал Зинченко панамку марки «Патагония». 16. Протокол осмотра мобильного телефона этого продавца, где найдена товарно-транспортная накладная, подтверждающая отправку панамки в город Днепр. 17. Показания свидетеля, который 22 мая 2024 года продал Зинченко рюкзак марки Nike. 18. Скриншоты мобильного приложения этого продавца, подтверждающие сделку. 19. Переписка между Зинченко и продавцом от 21 мая 2024 года примерно в 11 часов утра, где Зинченко заказывал футболку, шорты, рукавицы и носки. Продавец отправил эти вещи на следующий день, 22 мая. 20-е доказательство – это протоколы просмотра видеозаписей, на которых зафиксировано передвижение Зинченко по городу. 21. Показания свидетеля, который отправил Зинченко камеру GoPro Hero с LCD экрана. 22. Протокол осмотра телефона этого продавца, где, вероятно, есть данные о продаже камеры. 23. Протокол осмотра телеграм-канала, название которого не указывается. В этом канале найдено видео длительностью 3 минуты 50 секунд с текстом о некой расовой войне. В тексте также упоминается манифест автономного соратника, который якобы взял на себя ответственность за ликвидацию гнусного вредителя. Судя по контексту, речь идет об Ирине Фарион. Но кто автор этого манифеста и кто такой этот автономный соратник, остается неизвестным. 24. Доказательство показания инструктора милитарной академии Дронариум во Львове, где Зинченко с 11 по 15 марта 2024 года проходил курсы по управлению беспилотниками. 25. Показания соученика Зинченко по этим курсам, который, вероятно, подтвердил его участие. 26. Показания свидетеля, который в период с 10 по 19 июля 2024 года видел неизвестного человека в панамке и очках, который подозрительно выглядел и смотрел на подъезд номер 6 по адресу Масарика, дом 3. Эта свидетельница выгуливала собаку утром и вечером и каждый раз замечала этого человека на лавке, уставившегося на подъезд. Она даже сделала его фотографию. 27-е доказательство – это вывод эксперта по портретной экспертизе, который
сравнивал фотографию человека в панамке и очках с изображением Зинченко. О портретной экспертизе есть отдельное видео, вы его можете, друзья, также посмотреть по ссылке в подсказке. 28. Протокол обыска квартиры, где проживал Зинченко. Хотя неясно, что именно там нашли. И, наконец, 29. Те самые другие материалы, собранные во время досудебного расследования, о которых я уже говорил. Что это за материалы, мы не знаем, и это оставляет простор для предположений. Теперь давайте разберем, что все это значит. Что интересного в этих доказательствах? Во-первых, среди них нет оружия. Никто не нашел пистолет или что-то еще, из чего могли стрелять в Фарион. Во-вторых, нет ни одного свидетеля, который бы видел, как кто-то стрелял в нее. В-третьих, показания свидетеля о человеке в панамке, который был в 7-20 метрах от Фарион в момент выстрела, противоречат экспертизе, утверждающей, что выстрел был сделан с расстояния около 1 метра. Это серьезное несовпадение. Адерологическая экспертиза, которая связывает запах Славки с кровью Зинченко, тоже вызывает сомнения, потому что при осмотре места происшествия были допущены нарушения. Об этом я уже говорил в других своих материалах. То же самое касается и портретной экспертизы. Остальные доказательства – покупка панамки, рюкзака, рукавиц, кинокамеры, аренда квартир, обучение на курсах беспилотников – это все косвенные вещи, которые сами по себе не доказывают, что Зинченко совершил убийство. Я, как юрист, вижу в этом деле множество проблем. Прокурор и потерпевшие, в данном случае София Особа и, возможно, другие родственники Фарион, настаивают на виновности Зинченко. Но их позиция выглядит предвзятой. Они не демонстрируют никаких сомнений, хотя доказательства полны нестыковок. Это наводит на мысль, что, возможно, кто-то пытается скрыть реальные обстоятельства убийства и осудить человека, чья вина не доказана. Зачем это делается? Может быть, у прокурора или потерпевших есть свои мотивы? Ну, например, с прокурором понятно, что он отвечает за законность расследования убийств в этом районе, поэтому он будет из кожи лезть для того, чтобы сказать, что все расследование проходило законно. Хотя это явно не так. Я не утверждаю, что это фальсификация, но такое предположение напрашивается. Все представленные доказательства сомнительны, и ни одно из них не является прямым указанием на то, что Зинченко выстрелил в Фарион. В заключение хочу сказать, что это дело оставляет больше вопросов, чем ответов. Как юрист я считаю, что суд должен тщательно разбираться в каждом доказательстве и не поддаваться давлению. Что будет дальше, мы узнаем позже. И я буду следить за развитием событий. Спасибо вам за внимание, друзья. С вами был юрист Валерий Табаков.